Смотри, какой обалденный внедорожник. Вот это мощь. Так, стой назад. Когда-нибудь, Дженнифер. Когда-нибудь. Привет любителям Lego техник и вдвойне фанатам марки Toyota. Это моя последняя самоделка Toyota Hilux Marty McFly. Правда, в Америке было другое название, которое звучит примерно так: Toyota SR5 Extra Cab 4x4 Pickup Truck, что можно перевести как полноприводный пикап Toyota с увеличенной кабиной. Это четвертое поколение пикапа Hilux, которое выпускалось в 80-х годах. Автомобиль именно в такой комплектации был представлен в одной из серий трилогии «Назад в будущее». По большому счету от стандартной версии ее отличали трубчатые бампера спереди и сзади, трубчатый каркас в багажнике и дополнительная светотехника KC с желтыми крышками. Модель основана на том же шасси, которое использовалось в моей предыдущей Toyota Hilux с четырехдверной кабиной. Можно подумать, что я просто укоротил кабину и удлинил кузов. На самом деле не так, потому что переработаны практически все элементы, как любят говорить производители, когда делают рестайлинг. Здесь другой капот, другие двери, полностью новая приборная панель, гораздо более детализированная, чем в предыдущей версии, и вы даже можете видеть руль, который здесь стоит выше. Также переработан дизайн кресел, теперь они стоят немножко ближе вперед и спинка выше, что более реалистично. Кузов, несмотря на то, что выглядит так же, полностью переработан. Изнутри арки колес теперь сделаны одной большой панелью. Точки крепления кузова к шасси остались теми же, за исключением того, что под капотом теперь не обязательно использовать пины, потому что появились спереди два дополнительных штырька. Ну и для большей жесткости кузова есть соединение между кузовом и кабиной, чтобы у нас кузов и кабина не гуляли отдельно друг от друга. У машины по-прежнему открываются багажный отсек, капот и двери, которые обладают замками. По-прежнему можно снять кузов отдельно от кабины. Как я сказал ранее, абсолютно то же шасси, что на предыдущей версии. Я могу закрепить здесь старый дорестайлинговый четырехдверный Hilux. Для движения здесь используется XL мотор, очень тяговитый, но, к сожалению, снят из производства, и сервомотор в качестве рулевого мотора. Позади сидений находится отсек для батарейного блока. Вы можете использовать маленький батарейный блок Lego или литий-полимерный источник питания. Приемник сигнала вы можете разместить на свое усмотрение либо в кабине, либо в грузовом отсеке. Также можно использовать S-брик, что даст вам больше гибкости в настройке, и, конечно же, бувист, который даст вам максимальную мощность, а также позволит вам сломать карданы и познать все прелести ремонта ходовой. Но в осторожных руках эта штука принесет много удовольствия от игры. Вообще модель полностью разбирается, и вы можете увидеть, особенно в инструкции четко видно, что модель имеет съемный не только кузов, кабину, но и отдельные элементы кузова, как, например, двери, арки, капот, сиденье. Ну и, естественно, приборную панель вы можете снять, а можете сделать вот такой вот корч, который останется только обвешать силовым каким-то обвесом, клеткой и ехать на препятствие. Давайте соберем обратно. Шасси не является чем-то уникальным и суперсложным, оно простое, надежное и проверено временем. Эта штука вполне себе нормально едет даже на полусевшей литий-полимерной батарейке. Здесь постоянный полный привод и открытые дифференциалы в мостах. Для триала этого недостаточно, вы, конечно, можете полностью заблокировать мосты, что неизбежно повысит нагрузку на трансмиссию. Однако вскоре я представлю вам более изящный вариант решения вопроса проходимости. У модели хороший ход подвески, и вы также можете поставить сюда колеса большего размера, вплоть до 68 мм. Например, леговские редкие колеса 68 мм, или еще лучше это колеса RC4WD, которые не только больше, но они реалистично выглядят и имеют мягкий состав резины. В передних фарах предусмотрено место для установки оригинальных светодиодов Lego.
Что в итоге имеем? Здесь простое, надежное и проверенное шасси, а также модульная конструкция, которая позволит вам без труда вносить какие-то изменения в данную модель, а также построить свой кузов для данного шасси. Ну и если вам не нужна электрика, вы можете попробовать собрать ее без нее, просто для полки. Инструкцию для Toyota можно купить на сайте rebricable.com или ebrix.ru. Ссылки будут в описании снизу. Ожидайте следующих серий про Toyota Hilux. Пока! Покатаемся, мистер? Дженнифер. Ты просто красавица. Дай взгляну. Марти, мы что, не виделись целую неделю?